Глава 1. Девочка-лисица. Простиралась бескрайняя пустошь, где ни души. Только сорняки да кустарники, да серые камни всех мастей и размеров устилали желтую выжженную землю. Солнце палило нещадно, воздух был пропитан желтой пылью. На этом унылом фоне вырисовывалась маленькая хрупкая фигурка. Девочка лет 6-7 в светло-желтом платьице, расшитом розовыми цветами сливы, с черными волосами, собранными в 2 пучка, бежала изо всех сил. Большие глаза с блестящими черными зрачками, маленький носик и алые губки, все в ней было тонкое и изящное. В правой руке девочка крепко сжимала барабанчик размером с ладонь. Время оставило свой след на барабанчике, кожа по бокам пожелтела, а лазурные змеи, выведенные на поверхности, потускнели. Пара бусинок, прикрепленных к барабану короткими шнурками, время от времени с глухим стуком ударялась о его поверхность, пока девочка бежала. Несмотря на юный возраст, девочка была очень быстрой и ловкой. Несколько длинных шагов, и она оказалась на поляне перед зарослями высокой травы, ростом с взрослого человека. Девочка явно очень спешила, лоб покрылся испариной, струйка пота стекала по левой щеке на хрупкую шею. Она вытерла пот левой рукой, ее круглые щеки пылали, как спелые яблочки, но она ни на секунду не сбавила темп. В этот момент вдали раздался грубый мужской голос. «Стой, ведьмин отродье!» Девочка вздрогнула, ее лицо мгновенно побледнело от страха. Она подняла барабанчик в правой руке и резко повернула его, губы ее слегка задрожали, и поверхность барабана тут же покрылась тонким слоем лазурного света. Бусинки с глухим стуком ударились о поверхность барабанчика, и вспышка лазурного света вырвалась из него, упав на участок высокой травы прямо перед девочкой. Трава на мгновение засияла лазурным светом, но он тут же исчез, словно ничего и не произошло. Девочка еще несколько раз повернула барабанчик, и с каждым ударом из него вырывались вспышки лазурного света, падая на высокую траву вокруг нее. Трава на мгновение вспыхивала тем же цветом, а затем возвращалась к своему обычному виду. Лицо девочки еще больше побледнело, но отдыхать было некогда, она рыбкой нырнула в травяные заросли. Вскоре после того, как девочка скрылась в траве, в 30 метрах от нее поднялось облако пыли, и из него на невероятной скорости вылетела фигура, оказавшись перед зарослями. Это был высокий и крепкий мужчина с густой бородой, на вид лет 40. В одной руке он держал сверкающий палаш, внушая своим видом страх и трепет. Его взгляд упал на след, оставленный от маленьких ножек перед травой, и он сразу же бросился к зарослям с поднятым палашом. Но в этот момент впереди вспыхнул лазурный свет, и 5 или 6 длинных лазурных змей одновременно выстрелили из травы, раскрыв свои пасти с острыми клыками и бросившись на мужчину. Мужчина слегка замешкался, увидев это, но быстро выхватил левой рукой талисман и приложил его к телу. В тот же миг возник белый световой барьер, и мужчина с громким жужжанием взмахнул палашом в правой руке. Из палаша вырвался световой поток длиной в пару метров, и 3 из нападавших лазурных змей были мгновенно разрублены пополам. Оставшиеся змеи отскочили от белого светового барьера, после чего также были рассечены его палашом. В мгновение ока все лазурные змеи были повержены, и их истинная форма открылась, это были всего лишь пучки высокой травы. Мужчина холодно фыркнул, увидев это, и уже собирался продолжить свой путь в траву, как вдруг его выражение лица слегка изменилось, и он остановился, убрав палаш. Позади него послышался шорох, и на месте происшествия быстро появились 2 фигуры. Один из них был высоким и худым даосским священником в слегка потрепанном сером одеянии, держащим в руке белый хвост лошади. Другой — низкорослый и коренастый мужчина с длинным лицом, покрытым синяками и растрепанными волосами. «Вы целы, собратья даосы?» — спросил крепкий мужчина, повернувшись к ним. Как и ожидалось от дочери демонической лисы, она хитрая маленькая ведьма. Мы с собратом Ци немного поспешили, пытаясь ее поймать, и чуть не попались в ее ловушку. К счастью, нам удалось сбежать относительно невредимыми. «Почему вы остановились, собрат Янь? И где сейчас эта ведьма?» — спросил длиннолицый мужчина с недоумением. Крепкий мужчина ничего не ответил, указывая на высокую траву впереди, где по-прежнему отчетливо виднелся след маленьких ножек. «Чего же мы ждем? Давайте схватим ее и покончим с этим». С этими словами длиннолицый мужчина шагнул вперед, чтобы войти в траву. Она бежала целый день и ночь, так что, наверняка, уже выбилась из сил. Но она очень искусна в использовании иллюзорных техник древесного атрибута, а значит, в этой траве она как рыба в воде. «Боюсь, было бы неразумно бросаться за ней, сломя голову», задумчиво произнес даосский священник, слегка прищурившись. Длиннолицый мужчина немного поколебался, услышав это, а затем остановился и с возмущением сказал: «Так мы просто позволим ей уйти? Она уже такая хитрая в столь юном возрасте, если мы позволим ей вырасти, кто знает, какой угрозой она может стать. Мы блюстители справедливости, поэтому, естественно, не можем уклоняться от своего долга и позволить этому демону сбежать. Мы не можем допустить, чтобы она ускользнула прямо у нас из-под носа», — праведным голосом заявил крепкий мужчина.
Похоже, у вас уже есть идея, собрат Янь, заметил даосский священник. Эти заросли травы занимают довольно большую площадь. Если мы войдем туда вслепую, то все равно сможем поймать этого демона, но, скорее всего, это будет очень проблематично. Я слышал, что собрат Фэн недавно приобрел талисман огненного облака, а как всем известно, мастерство собрата Ци в технике ветряной приманки не имеет себе равных. С помощью этих двух вещей мы сможем сжечь всю траву в мгновение ока, и тогда этому демону негде будет укрыться, сказал крепкий мужчина. Длиннолицый мужчина помолчал немного, а затем сказал: использовать мой талисман огненного облака не проблема, но после того, как мы поймаем эту демоническую лису, я забираю ее шкуру, а все остальное вы можете поделить между собой. Что скажете? Нет, эта демоническая лиса должна быть поймана живой. Тут же отказался крепкий мужчина, покачав головой. Выражение лица длиннолицего мужчины слегка омрачилось, и он холодным голосом спросил: то есть вы просите меня пожертвовать своим талисманом огненного облака бездарно? Это талисман среднего уровня, который стоил мне немалого состояния. Не стоит волноваться, собрат Фэн. Если я не ошибаюсь, собрат Янь является учеником внешнего двора секты Кровавого Меча. Секта Кровавого Меча недавно объявила задании по поимке демонической лисы живьем, и тот, кто выполнит это задание, не только станет учеником внутреннего двора, но и получит в награду 1 пилюлю кровавого крика и 1000 духовных камней, разве не так? Сказал даосский священник, повернувшись к крепкому мужчине со значительным взглядом. Выражение лица крепкого мужчины не изменилось, и он сказал: «Не думал, что вы так много знаете о нашей секте Кровавого Меча, собрат Ци. Давайте не будем тратить время на пустые разговоры. Если вы двое поможете мне поймать эту демоническую лису живьем, вы сможете поделить награду в виде духовных камней поровну между собой». «Что скажете? У меня нет возражений против этого предложения», ответил даосский священник, небрежно положив свой хвост лошади на руку. «В таком случае не будем больше медлить». С этими словами длиннолицый мужчина вытащил талисман, с тоской взглянул на него, а затем бросил вперед, проговаривая заклинание. Поверхность талисмана тут же покрылась красным светом, а затем он взорвался облаком багрового пламени. Огненная стихия обрушилась с неба на высокую траву внизу. Как только трава соприкоснулась с облаком огня, она тут же вспыхнула. В то же время даосский священник произнес даосскую молитву и резко взмахнул своим хвостом лошади. Раздался громкий вой, из воздуха появились несколько порывов яростного ветра, распространяясь веерообразной волной. Ветер раздувал пламя, которое быстро распространялось по траве, как неудержимая волна. Густой черный дым поднимался в воздух, а пепел летел во все стороны. Троица пристально, не мигая, смотрела в море огня, и вдруг даосский священник воскликнул: «Вон там!» В то же время он, словно стрела, метнулся в определенном направлении, и с взмахом его хвоста лошади на его волосках засиял слабый лазурный свет. Крепкий мужчина и длиннолицый мужчина, услышав это, тут же бросились в погоню, следуя за даосским священником. Примерно в 90 метрах впереди из травы, которую быстро пожирало море огня, выскочила маленькая фигурка, это была та самая девочка. На ее светло-желтом платьице было много дырок, а лицо почернело от густого дыма. Зачем они это делают? С ужасом подумала девочка, глядя на бушующее пламя. Поле высокой травы, в котором она пряталась, занимало довольно большую площадь, и чтобы не привлекать к себе внимания, она осторожно пробиралась сквозь траву, время от времени меняя направление. Позади нее не было слышно никаких звуков, поэтому она решила, что ей удалось оторваться от преследователей, но она и представить себе не могла, что они используют огонь, чтобы выгнать ее. На лице маленькой девочки появилось выражение ужаса, и она в панике бросилась бежать изо всех сил, непрерывно кашляя. Однако ей не удалось далеко уйти, как она почувствовала, что сзади на нее надвигается порыв холодного ветра, а вокруг нее появились бесчисленные лазурные нити. Почти в тот же момент над головой раздался свист, и сверху на нее опустилась черная сеть размером около 3 метров. Паника в глазах девочки сменилась отчаянием, но вдруг она заметила небольшое засохшее дерево, стоявшее в 30 метрах впереди. Ее глаза тут же загорелись, и она сильно прикусила кончик языка. Теперь она наша. Длиннолицый мужчина был самым медленным из троих, но он видел, что крепкий мужчина и даосский священник работали сообща, чтобы поймать девочку, и, естественно, был в восторге. Большой пучок лазурных нитей пролетел несколько метров, а затем рванулся назад, чтобы заманить девочку, и в то же время черная сеть с неба также упала на нее. Однако в этот самый момент тело обездвиженной девочки внезапно распалось на лазурный свет и превратилось в маленькое дерево. Она использовала технику древесной подмены. Выражения лиц крепкого мужчины и даосского священника тут же омрачились, когда они увидели это, и они оба спустились сверху. «Вон там», — торопливо указал длиннолицый мужчина на место впереди. Маленькое засохшее дерево, стоявшее там секунду назад, внезапно размылось и превратилось в девочку с барабанчиком в руках. Она обернулась, чтобы взглянуть назад, а затем продолжила бежать.
Не дайте ей уйти. Возможно, из-за того, что она только что применила технику древесной подмены, лицо девочки теперь было совершенно лишено цвета, а ее шаги становились все тяжелее и тяжелее. В результате она начала спотыкаться, и ее скорость, естественно, сильно снизилась, а трое преследователей быстро сокращали разрыв между ними. Ах! Внезапно девочка вскрикнула, споткнувшись о камень, и полетела вперед, врезавшись в огромный серый камень высотой около 3 метров, а затем тяжело упала на землю. «Почему же ты не бежишь дальше?» С злорадным выражением лица поддразнил ее длиннолицый мужчина. Трое мужчин замедлили шаг и, образовав треугольник, медленно приблизились к ней с 3 разных сторон, отрезав все пути к бегству. К этому моменту трое мужчин уже целый день и ночь преследовали девочку, и по пути они попались на многие ее хитрые уловки, поэтому, естественно, чувствовали сильное негодование и обиду. Из всех троих длиннолицый мужчина был особенно мстителен, поскольку только что потерял талисман огненного облака. Когда трое мужчин приблизились к девочке, она крепко прижалась спиной к огромному камню позади нее и свернулась калачиком, но ее глаза были полны обиды. Трое мужчин, естественно, остались совершенно равнодушными к ее ненавистному выражению лица, и длиннолицый мужчина шагнул вперед, подняв руку со зловещим выражением. «Я не могу тебя убить, но я преподам тебе хороший урок за то, что ты выставила нас дураками». Именно в этот момент произошел неожиданный поворот событий. Раздался громкий треск, и на поверхности огромного камня, к которому крепко прижималась девочка, появились бесчисленные тонкие трещины. Многие мелкие осколки камня посыпались на голову девочки, заставив ее невольно вздрогнуть. Длиннолицый мужчина был весьма озадачен, увидев это, и остановился, держа правую руку в воздухе. Внимание 2 других мужчин также было временно отвлечено от девочки, и они повернулись, чтобы осмотреть гигантский камень позади нее. Трое мужчин наблюдали, как трещинами на поверхности огромного камня быстро распространяются, словно паутина, и многие осколки камня начинают откалываться и падать на землю. Девочка явно тоже не ожидала такого случайного поворота событий и тут же закрыла глаза от страха, обхватив голову руками и не смея пошевелиться. Наконец, с грохочущим гулом гигантский камень полностью разрушился, и большие куски камня разлетелись во все стороны, упав на землю и подняв большие облака желтой пыли. Трое мужчин были весьма испуганы этим и с настороженным выражением лица отступили на несколько шагов, но их глаза оставались прочно зацеплены на том, что осталось от огромного камня. «Чета! Что это было?» Пробормотал длиннолицый мужчина с ошеломленным выражением лица. Когда пыль постепенно осела, стало ясно, что гигантского камня уже нет, и его заменила мужская фигура, удивительно высокая и широкая. Мужчина был одет в лазурное одеяние, а его лицо и волосы были покрыты слоем серого каменного порошка, что указывало на то, что он, похоже, жил внутри гигантского камня. Даже сквозь серый порошок можно было разглядеть неприметные черты лица и слегка смуглый цвет кожи. Мужчина смотрел вперед с отсутствующим выражением лица, казался немного медлительным и унылым, но он был значительно выше даже крепкого мужчины. Маленькая девочка и трое мужчин были поражены таким внезапным поворотом событий. Глава 2. Каменный брат. Братец Камень. Раздался радостный возглас, как раз когда трое мужчин застыли в изумлении. Маленькая девочка уже поднялась с земли и бросилась в объятия внушительного молодого человека, который только что вышел из огромной скалы. Своим маленьким ростом девочка доставала юноше всего лишь до пояса, и ее хрупкие ручки крепко обхватили одну из его ног. Большая часть ее тела была скрыта за фигурой молодого человека, и она смотрела на него снизу вверх своими большими влажными глазами. Услышав это, мужчины слегка опешили и обменялись недоуменными взглядами, прежде чем снова обратить внимание на молодого человека. К их удивлению, он никак не отреагировал на голос девочки и все еще смотрел на них пустым взглядом. Увидев это, девочка почувствовала беспокойство и отчаянно дернула юношу за ногу, всхлипывая: «Братец Камень, я наконец-то нашла тебя. Эти плохие люди пытаются поймать Лея. Ты должен помочь мне побить их, каменный брат». На этот раз молодой человек, казалось, услышал девочку и слегка опустил голову. Девочка заглянула ему в глаза, но они по-прежнему были пустыми и безжизненными, и ее сердце упало еще ниже. В отличие от девочки, троица воспрянула духом. Они уже успели проверить молодого человека своим духовным чутьем и не обнаружили в его теле никаких признаков магической силы. Этому могло быть только 2 объяснения. Либо юноша действительно был всего лишь смертным без малейшей культивации, либо он использовал особую секретную технику или магический артефакт, чтобы скрыть свою силу. Странные обстоятельства появления молодого человека и тот факт, что девочка звала его на помощь, заставили трио мужчин предположить, что второй вариант более вероятен, и что этот человек, возможно, тоже был демоном. Даосский священник положил свой хвост лошади на руку и переводил взгляд с молодого человека на девочку, погрузившись в раздумье. Тем временем длиннолицый мужчина уже опустил правую руку и сделал шаг назад, чтобы присоединиться к своим спутникам.
В то же время в его левую руку, спрятанную в рукаве, упал какой-то предмет, и он все еще пристально смотрел на девочку. Крепкий мужчина многозначительно посмотрел на своих спутников и заявил: «Позвольте узнать ваше имя, собрат Даос?» «Я Янь Чен из секты Кровавого Меча, и вместе с этими двумя товарищами Даосами мы занимаемся поимкой этой демонической лисицы. Если это не имеет к вам никакого отношения, то прошу вас, ступайте своей дорогой». Услышав это, девочка очень испугалась и с мольбой посмотрела на молодого человека. Тот медленно поднял голову и с деревянным выражением лица уставился на крепкого мужчину, сохраняя полное молчание. В глазах крепкого мужчины промелькнула тень гнева, но он подавил ее и повторил свои слова, на этот раз немного повысив голос. Девочка слегка приоткрыла рот, но ничего не сказала. Однако ее ладони сильно вспотели, и она продолжала крепко держаться своими маленькими ручками за штанину молодого человека. Юноша по-прежнему не отвечал. Длиннолицый мужчина слегка повернулся в сторону и передал своим спутникам голос. Кажется, с ним что-то не так. Вместо того, чтобы тратить здесь время, почему бы нам не? В этих краях только полные идиоты или непостижимо могущественные люди могут оставаться такими спокойными, услышав название секты Кровавого Меча. В любом случае, он демонстрирует намерение защищать этого демона, так что никто не сможет ничего сказать, даже если мы его убьем. Конечно, окончательное решение за тобой, собрат Даос Янь, ответил даосский священник, слегка прищурив глаза. Крепкий мужчина кивнул в ответ, и в его глазах появился холодный взгляд, когда он крепче сжал свой палаш. «Почему ты молчишь, собрат Даос? Ты смотришь на нас свысока». Его голос был подобен раскатам грома, бесконечно эхом разносящимся по бесплодным равнинам, заставляя воздух вокруг гудеть. Услышав это, девочка испуганно посмотрела на него и рефлекторно отпустила ноги молодого человека, сжав свой барабан с бусинами. Молодой человек продолжал никак не реагировать, словно был глухим. «Хорошо. Если ты настаиваешь на том, чтобы встать на сторону демонической девчонки, то нам придется разобраться с тобой вместе с ней». В глазах крепкого мужчины промелькнул свирепый блеск, и его палаш внезапно засиял ослепительно белым светом. В то же время он поднял другую руку, и вспышка черного света метнулась вперед, взмыв в воздух, прежде чем опуститься в виде огромной черной сети. Девочка сильно испугалась и поспешно попыталась отбежать, но она была слишком близко, и было уже слишком поздно. Огромная сеть опустилась, подобно темной туче, и быстро сомкнулась со всех сторон, охватив также и молодого человека. В то же время внутри сети возникла вспышка света, и на каждом узле сети появился сверкающий серебряный крючок, выглядящий чрезвычайно острым и угрожающим. Девочка закричала, открыв рот, чтобы выпустить облако кровавого тумана на барабан с бусинами, одновременно энергично вращая его. Раздался звук барабана, и лазурный свет вспыхнул над девочкой, прежде чем ее тело внезапно распалось, превратившись в кусок сухого дерева. Затем девочка снова возникла из воздуха в 30 метрах оттуда и упала на землю. На ее руках и ногах было около десятка ран от крючковатых шипов на черной сети, из которых обильно текла кровь. Она перевернулась и с трудом поднялась на ноги, но успела сделать всего один шаг, прежде чем снова обессиленно упасть на землю. Ее лицо было мертвенно-бледным, и она тяжело дышала. В этот момент было ясно, что силы девочки иссякли, и крепкий мужчина даже не обратил на нее внимания. Вместо этого он сложил одной рукой печать, и черная сеть вокруг молодого человека резко сжалась. В то же время даосский священник взмыл в воздух и взмахом запястья выпустил около десятка полупрозрачных летающих игл. Иглы со скоростью молнии устремились к различным жизненно важным точкам на теле молодого человека. «Берегись!» — закричала девочка, которая не могла встать, и все, что ей оставалось, это отчаянно кричать в сторону молодого человека. Раздался ряд металлических звонов, и как только лазурные летающие иглы коснулись тела молодого человека, все они отскочили, словно ударились о камень. «Как такое возможно?» — воскликнул даосский священник, мягко опускаясь на землю. Даже если бы тело молодого человека действительно было сделано из камня, эти летающие иглы должны были бы легко пронзить его. Внезапно мимо даосского священника пролетела полоса золотого света и со страшной силой ударила молодого человека в горло. «Хе-хе, какой дурак! Никто еще не выдерживал моего золотого жала Осаи». Длиннолицый мужчина медленно опускал поднятую руку с жестокой улыбкой на лице, но не успел он договорить, как золотой шип, вонзившийся молодому человеку в горло, внезапно взорвался золотыми искрами. Невозможно, длиннолицый мужчина выглядел так, словно увидел привидение, а крепкий мужчина тоже был совершенно потрясен увиденным. Острые крючки на черной сети могли с легкостью рвать металл, но они не смогли оставить даже малейшей царапины на теле молодого человека. Как раз в тот момент, когда трое мужчин смотрели на него с недоверием в глазах, молодой человек наконец отреагировал на серию атак, направленных на него. Он медленно опустил голову, чтобы посмотреть на сеть, которая прилипла к его телу, и, казалось, нашел ее немного громоздкой. Он схватил сеть обеими руками,
и с ее поверхности вспыхнули потоки духовного света, прежде чем она с легкостью разорвалась, словно была сделана из бумаги. Две половинки сети плавно опустились на землю, и длиннолицый мужчина и даосский священник были настолько потрясены увиденным, что их глаза готовы были вылезти из орбит. Неподалеку девочка тоже смотрела с изумлением, на время забыв о мучительной боли, которую испытывала. «Как ты посмел уничтожить мой магический инструмент?» Взревел крепкий мужчина, сильно огорченный потерей черной сети. Черная сеть была могущественным магическим инструментом, который он одолжил у хорошего друга в секте за немалую цену, поэтому вполне естественно, что он так разозлился, увидев, что ее здесь уничтожили. Крепкий мужчина стиснул зубы, гневно глядя на молодого человека, и вытянул указательный и средний пальцы правой руки, на которых из воздуха появился фиолетовый талисман. Он бросил талисман вперед, читая заклинание, и талисман тут же взлетел в воздух, оказавшись прямо над головой молодого человека. Сразу же после этого талисман взорвался, образовав густую черную тучу. Раздался грохот грома, в черной туче сверкнула молния, и вниз обрушилась толстая, как чаша, серебряная молния. Молния ударила в тело молодого человека с оглушительным грохотом, и во все стороны полетели бесчисленные дуги молнии, бомбардируя землю вокруг него и создавая ряд обугленных черных кратеров. Девочка от страха закрыла глаза среди грохота грома, и каким-то образом ей удалось собрать силы, чтобы немного отползти назад, оттолкнувшись руками от земли, что позволило ей в самый последний момент избежать удара случайных дуг молнии. Она открыла глаза с затаённым страхом в сердце, и ее рот тут же снова раскрылся от удивления при виде того, что предстало перед ней. Молодой человек стоял молча, вокруг него было бесчисленное множество черных обугленных кратеров, но на его теле не было ни единой царапины. Крепкий мужчина был очень встревожен, увидев это, но он не сбавлял темпа, продолжая складывать печать руками и быстро читая заклинание. Печать, сверху обрушилась еще одна серебряная молния, но во время спуска она внезапно превратилась в серию переплетающихся молниеносных цепей, которые с невероятной скоростью обвились вокруг тела молодого человека, крепко его связав. «Чего вы ждете, товарищи даосы?» Взревел крепкий мужчина, поднимая свой палаш, и поверхность его тут же покрылась слоем красного света, после чего он прыгнул вперед, направив острие своего оружия прямо в лицо молодому человеку. Длиннолицый мужчина поначалу тоже был шокирован тем, что молодой человек остался совершенно невредим от молнии, но, увидев это, он пришел в восторг и тут же сложил печать руками, прежде чем исчезнуть на месте, как легкий ветерок. В следующее мгновение рядом с молодым человеком поднялся порыв яростного ветра, и длиннолицый мужчина возник из воздуха с черной металлической линейкой в руке. На поверхности линейки было несколько мигающих белых рун, и ее силой взмахнули в сторону плеча молодого человека, сопровождая порывом свирепого ветра. Тем временем даосский священник наблюдал с осторожным выражением лица и вместо того, чтобы броситься вперед, как его два товарища, отступил на пару шагов назад и взмахнул рукой в воздухе. Из его рукава вылетел шар малинового света, который с невероятной скоростью описал круг в воздухе, прежде чем бесшумно устремиться к затылку молодого человека. Несмотря на то, что все трое нанесли свои удары в разное время, их командная работа была безупречной, и было ясно, что они работают вместе не в первый раз. Глаза молодого человека оставались такими же пустыми, как и прежде, и он продолжал стоять совершенно неподвижно на месте, казалось, не способный даже заметить атаки, направленные на него. Увидев это, в глазах крепкого мужчины появилось радостное выражение, и он вложил еще больше силы в свой палаш. Однако в следующее мгновение он внезапно почувствовал, как что-то сжало его запястье. Как оказалось, его схватили за запястье большой рукой, которая казалась сделанной из стали, и он не только не мог продвинуть свое оружие ни на сантиметр дальше, но и все его тело застыло на месте. Молодой человек протянул руку, чтобы схватить запястье крепкого мужчины, державшего палаш, и сделал это с такой непостижимой скоростью, что никто не смог разглядеть его движений. Крепкий мужчина изо всех сил отдернул руку, но она была полностью зафиксирована, словно ее поймала неподвижная гора. Увидев это, его сердце тут же упало, но затем на его лице внезапно появилась жестокая улыбка. В следующее мгновение металлическая линейка длиннолицего мужчины и шар малинового света, выпущенный даосским священником, ударили молодого человека в плечо и затылок соответственно. Оба удара пришлись практически одновременно, и из металлической линейки вырвался пронзительный черный свет, в то время как шар малинового света взорвался большим облаком густого кровавого тумана, который окутал всю голову молодого человека, издавая тошнотворный запах. Увидев это, длиннолицый мужчина разразился торжествующим смехом, но в следующее мгновение он почувствовал, как по его руке пробежала волна жара, и из тела молодого человека вырвался поток необъяснимо огромной силы, пройдя прямо в его тело вдоль металлической линейки. Нет, в глазах длиннолицего мужчины появилось ужасающее выражение, и его невольно отбросило вдаль. Раздалась серия жутких тресков, когда он кубарем упал на землю, как тряпичная кукла, и в его теле было переломано бесчисленное множество костей. Из его рта вместе с фрагментами внутренних органов непрерывно хлестала кровь, и к тому времени, когда он остановился, все его тело напоминало изодранный в клочья рюкзак, изрешеченный дырами, и он был мертв, насколько это было вообще возможно. Невозможно.
Как? Арк. Крепкий мужчина был поражен, увидев это, но прежде чем он успел что-либо сделать, рука, сжимавшая его запястье, внезапно слегка шевельнулась. Сразу же после этого по его телу пробежала серия странных толчков, мгновенно раздробив каждую его кость. Боль была настолько мучительной, словно его кожу и плоть резали на 1000 кусочков, и он не мог не издать душераздирающий вопль. В следующее мгновение его тело невольно взлетело в воздух, будучи силой брошенным в сторону большой скалы неподалеку. Раздался еще один душераздирающий крик, когда тело крепкого мужчины взорвалось грудой фарша о огромную скалу. Все это произошло в мгновение ика, и даосский священник был в ужасе от увиденного. Он тут же развернулся и отчаянно прилепил 5 или 6 талисманов разных цветов к своему телу, одновременно убегая изо всех сил. Однако он успел сделать всего несколько шагов, прежде чем воздух вокруг него резко сжался, и несколько видов защитного духовного света, исходившего от его тела, в одно мгновение погасли. Сразу же после этого все его тело взорвалось клочьями крови и плоти, которые посыпались с неба, словно его только что раздавила невидимая гигантская рука. Тем временем молодой человек проглотил облако густого черного тумана вокруг своей головы, снова явив миру свои деревянные черты лица. Глава 3. Отбытие. Маленькая девочка, словно застывшая статуэтка, с раскрытым от изумления ртом, наблюдала за развернувшейся перед ней картиной. Ее взгляд блуждал по останкам 3 мучителей, а затем, словно подкошенная, она рухнула на землю, и слезы хлынули из ее глаз. Сначала тихие всхлипывания, потом все громче и громче, как будто девочка вспомнила что-то ужасное. Вскоре плач превратился в настоящий рев, разрывающий тишину некогда мирного места. Это была душераздирающая песня горя и трагедии, возносимая к небесам, мольба о справедливости в жестоком человеческом мире. Спустя какое-то время плач резко оборвался. Девочка поднялась на ноги, сжав кулачки. Сажа и кровь на ее лице смылись слезами, открывая нежные черты, но в глазах появилось что-то новое, чего раньше не было. Внезапно она бросилась к огромному серому валуну неподалеку. У его подножия в луже крови лежало изуродованное тело, все, что осталось от здоровяка. Он был уже давно мертв. В нескольких шагах от валуна еще один труп, похожий на бесформенную кучу грязи, это был долговязый мужчина. Что касается даосского священника, то его тело, разорванное ударом юноши, превратилось в кровавые ошметки, разбросанные по округе. Девочка подскочила к валуну, подняла руки, из ее пальцев вырвались острые лазурные когти длиной в несколько сантиметров. С их помощью она яростно набросилась на останки здоровяка. Когти свистели в воздухе, выпуская один за другим лазурные энергетические сгустки, которые впивались в истерзанное тело. Кровь брызгала во все стороны, и вскоре от мужчины осталась лишь груда мяса. Но девочка, видимо, еще не выплеснула всю свою ярость, и из ее рта вырвалось зеленое пламя, превратившее останки в пепел. То же самое она проделала и с телом долговязого, и только после этого успокоилась. Ее ноги подкосились, и она снова упала на землю, тяжело дыша, израсходовав весь свой скудный запас магической энергии. Девочка немного отдышалась, затем встала на колени и прошептала, обращаясь куда-то вдаль: «Папа, мама, старший брат, старшая сестра, один из этих мерзких бандитов из секты Кровавого Меча наконец-то мертв. Я не смогла его убить, но хоть немного справедливости восторжествовала. Будьте уверены, пока я жива, я доберусь до Кровавой горы и сотру секту Кровавого Меча с лица земли». На ее глазах снова навернулись слезы, но она сдержалась. «Я больше не буду плакать. Папа всегда говорил, что плаксы не вырастают. Я должна быстрее повзрослеть». Только спустя долгое время девочка смогла подавить рвущиеся наружу рыдания и встала. Она посмотрела на сумки, оставшиеся от преследователей. В ее глазах промелькнуло отвращение, но после недолгого колебания она все же решила их подобрать. Солнце клонилось к закату, небо темнело, ветер усиливался, завывая, и становилось холоднее. Оглядываясь на безжизненную равнину, девочка начала бояться. Она съежилась и инстинктивно придвинулась к единственному живому существу юноши. После того, как он одним ударом расправился с даосским священником, юноша снова застыл, глядя вниз на свои ноги, словно не замечая происходящего вокруг. «Брат Камень». Неуверенно позвала девочка, не решаясь подойти ближе. Юноша не отреагировал. «Брат Камень, меня зовут Люлеер. Спасибо, что убил этих плохих людей. Хотя ты тоже человек, папа говорил, что среди людей есть и хорошие», сказала девочка немного испуганно. Юноша наконец-то отреагировал на ее голос и слегка поднял голову, чтобы взглянуть на нее. Отражение девочки появилось в его зрачках, и в его затуманенных глазах, казалось, мелькнул слабый проблеск, но они тут же снова стали пустыми. Однако его взгляд оставался прикованным к Люлеер. Девочка испугалась и попятилась. Но юноша просто смотрел на нее, не двигаясь, как статуя.
Люлэр вздохнула с облегчением, еще больше убедившись, что с головой у юноши что-то не так. Она постепенно набралась смелости и подошла ближе, с любопытством разглядывая его. Раньше она была слишком напугана, чтобы как следует его рассмотреть, и только сейчас смогла разглядеть его получше. Юноша был высоким и широкоплечим, с длинными тонкими пальцами. Его тело не было особо мускулистым, но создавалось впечатление, что в нем скрыта безграничная сила. Хотя его взгляд был пустым и безжизненным, зрачки были невероятно черными, словно способными поглотить душу, если смотреть в них слишком долго. Его кожа была слегка смуглой и очень гладкой. Несмотря на жестокую битву, на его теле не было ни царапины. Его лазурная одежда казалась совершенно обычной, но она также осталась невредимой после всех атак. Все это, а также тот факт, что юноша только что поглотил облако кровавого тумана, как ни в чем не бывало, говорил о том, что он необычный человек и уж точно не смертный. Разве мог смертный с такой легкостью убить 3 культиваторов с магическими артефактами? Подумала Люлэр. Девочка рассеянно разглядывала юношу, и чем дольше он не реагировал, тем спокойнее она становилась. Ее детское любопытство, казалось, вернулось, и она начала ходить вокруг него. Взгляд юноши все время оставался прикованным к Люлэр, словно в ней было что-то, что привлекало его внимание. Возможно, потому, что юноша спас ей жизнь и убил ее мучителей, но чем дольше она смотрела на него, тем ближе и роднее он ей казался. Внезапно Люлэр заметила небольшой темно-зеленый предмет, выглядывающий из-под воротника юноши. Предмет был блестящим и полупрозрачным, и она не могла понять, что это такое. Ей хотелось слегка оттянуть его одежду, чтобы рассмотреть поближе, но она не решалась. В этот момент ветер внезапно усилился, и небо затянуло темными тучами, из-за чего стало еще темнее. Яркая молния прорезала темные тучи, осветив все небо, а за ней последовал оглушительный раскат грома и начался сильный ливень. «А!» — вскрикнула Люлэр, инстинктивно спряталась за юношей, обхватив его ногу и дрожа. Она была демонической лисой и испытывала врожденный страх перед молниями. В глазах юноши снова мелькнул слабый проблеск, но тут же исчез, и он слегка наклонился, своим большим телом укрывая Люлэр от дождя и ветра. Непонятно, было ли это сделано специально или нет. В сердце девочки разлилось тепло, и она больше не боялась дождя, ветра и молний. Вместо этого ее охватило чувство спокойствия и умиротворения, похожее на то, что она испытывала в объятиях отца. Гроза закончилась так же быстро, как и началась. Вскоре темные тучи рассеялись, и воздух наполнился освежающим запахом влажной земли. Люлэр отряхнулась от дождя, а затем, хихикая, взяла юношу за руку и смахнула воду с его одежды. Она не знала, из какого материала сделана его лазурная одежда, но дождевая вода собиралась на ней в капельки, которые не могли впитаться в ткань, как на листе лотоса. Как всегда, юноша никак не отреагировал на действия девочки, позволяя ей делать с собой все, что ей заблагорассудится. «Каменный братец, ты так и не сказал, как тебя зовут», — сказала Люлэр, слегка потянув его за руку, пытаясь усадить. Юноша медленно подчинился и сел, но по-прежнему молчал. «Почему ты здесь, брат Камень, братец Камень? Твой последний удар был таким сильным. Ты можешь меня научить, братец Камень». Люлэр была полна решимости разорвать молчание юноши и пыталась разными способами с ним общаться, но он не реагировал ни на что, что она говорила, и она чувствовала себя немного разочарованной. Девочка замолчала, а затем, приняв решение, схватила юношу за большую руку и умоляюще сказала: «Братец Камень, я не знаю, кто ты, но ты убил человека из секты Кровавого Меча, так что тебе лучше уйти отсюда со мной». Юноша по-прежнему был в состоянии ступора, но благодаря жестам Люлэр он, похоже, понял, о чем она говорит, и наконец-то ушел вместе с девочкой. Сумерки медленно сгущались, и заходящее солнце окрасило небо в кроваво-красный цвет. Последние лучи солнца освещали бескрайние равнины, окрашивая их в золотой цвет. 2 фигуры, одна высокая, другая маленькая, двигались навстречу заходящему солнцу все дальше и дальше. Ветер подхватывал веселый голос Люлэр и уносил его вдаль. «Братец Камень, я знаю, что ты очень сильный, но в секте Кровавого Меча еще много плохих людей. Уже поздно, ты, наверное, голоден, да. Как только мы выберемся отсюда, я поймаю несколько диких птиц и поджарю их для тебя. Я очень хорошо готовлю, братец Камень, я буду считать тебя своим настоящим братом». Глава 4. Взаимозависимость. В первобытном лесу, на склоне горы, неустанно завывали ледяные ветры, а густой снегопад укрыл все вокруг девственно-белым покрывалом. Хотя солнце еще не село полностью, лес уже погрузился в глубокие сумерки под тяжестью снега. Извилистая горная тропа, и без того не слишком явная, под толстым слоем снега стала практически неразличимой. Однако в конце тропы горел костер, даря немного тепла в этом ледяном царстве. Пламя горело в единственном святилище горного бога во всем лесу.
Из-за своей труднодоступности оно было заброшено и забыто много лет назад. Ворота и стены внешнего двора давно обрушились, оставив лишь одиноко стоящий ветхий главный зал. Ворота зала давно исчезли, и только изодранная соломенная циновка, висящая на дверном проеме, немного защищала от ветра и снега. Сквозь дыры в циновке можно было разглядеть, что кроме разбросанных камней и сорняков в пустом зале сидела, скрестив ноги, фигура. Это был высокий и широкоплечий юноша в лазурной одежде. Хотя он сидел на земле, его спина была прямой, как стрела. Однако его лицо было совершенно бесстрастным и невыразительным, как и у обветшалой статуи горного бога позади него. Руки юноши свободно лежали на коленях, образуя колыбель, в которой спала Люлаэр. Внезапно у груди юноши раздался слабый стон. Люлаэр потерлась головой о его руку, и ее лицо, ранее спрятанное у него на груди, слегка выглянуло из-под руки. В этот момент ее нежные черты были окрашены неестественным румянцем, и хотя она крепко спала, ее брови были нахмурены, а из-под плотно закрытых век текли слезы. Казалось, ей снится страшный кошмар. «Нет. Не надо», — простонала Люлаэр во сне, инстинктивно сжав руку юноши. Одна ее нога выскользнула из его объятий, и она время от времени беспокойно ворочалась, явно страдая от того, что видела во сне. Вскоре она снова уткнулась лицом в грудь юноши. Юноша смотрел прямо перед собой, но, похоже, почувствовал движение девочки и опустил голову, чтобы посмотреть на нее. В его пустых глазах появилось легкое замешательство, но они по-прежнему оставались пустыми и затуманенными. «Брат. Камень». Еле слышно пробормотала девочка во сне. Возможно, из-за того, что лицо юноши освещалось пламенем костра, в этот момент его черты казались мягче и добрее, а в его пустых глазах, казалось, появился дополнительный огонек. Он продолжал сидеть на земле, но медленно повернулся, чтобы спиной закрыть девочку от холодного ветра. Затем он осторожно засунул ее ногу обратно в свои объятия и слегка прижал ее к себе. Девочка немного поёрзала в его руках и глубже уткнулась головой в его грудь, после чего ее движения постепенно утихли, а дыхание стало медленным и ровным. К этому времени на улице уже совсем стемнело, а ветер и снег немного стихли. На полпути к вершине пышной горы высотой более 300 метров находилась пещера высотой более 10 метров. Высокий и широкоплечий юноша стоял спиной к пещере. Люлаэр стояла позади него, одной рукой держась за край его одежды, а другой обхватив его ногу. Половина ее лица выглядывала из-за его спины, и она смотрела вперед, и ее лицо было немного бледным от страха и беспокойства. В 10 метрах от них стоял гигантский серый медведь, вдвое выше взрослого человека. Он стоял на задних лапах, угрожающе подняв передние. На его голове был один зазубренный рог, а губы вокруг огромной пасти были оттянуты назад, обнажая 2 ряда острых клыков. Из уголка пасти стекала зловонная и слегка вязкая слюна, пока он устрашающе рычал. Юноша был гораздо выше и внушительнее среднего человека, но по сравнению с этим гигантским медведем даже он казался маленьким ребенком. Однако он был совершенно невозмутим и безучастно смотрел на огромного медведя своими черными, как смоль, глазами, в которых почти не было блеска. Посмотрев на юношу некоторое время, гигантский медведь по какой-то причине вдруг испугался. Он издал низкий рев, сделал пару шагов назад, упал на передние лапы и бросился бежать со всех ног. Увидев это, Люлаэр немного расслабилась и вздохнула с облегчением, затем почесала голову с недоумевающим выражением лица. Она обошла юношу и подняла голову, чтобы посмотреть на него, но даже после того, как долго смотрела на его пустое и бесстрастное лицо, она с разочарованием обнаружила, что не может заметить никаких изменений его выражения. «Брат Камень, я знаю, что ты необычный человек. Жаль, что ты не можешь говорить. Было бы здорово, если бы ты мог поговорить со мной». Люлаэр испустила печальный вздох, не соответствующий ее возрасту, затем взяла юношу за руку и повела его в пещеру позади них. Юноша ничего не сказал, но его взгляд упал на нежную руку девочки, которая держала его за руку, и он позволил ей вести себя в пещеру. На бескрайней равнине, где весна была в самом разгаре, жизнь кипела. Уже начала расти новая трава, и уникальный освежающий аромат травы распространялся по всей равнине. Маленькая девочка лет 8-9 держала в руках пучок тонких стеблей, усыпанных маленькими желтыми цветами, и сидела на плечах высокого и широкоплечего юноши, который неспешно шел вперед. По сравнению с тем, что было 2 года назад, юноша совсем не изменился и все еще носил ту же лазурную одежду, но Люлаэр претерпела значительные изменения. Она сильно выросла, а ее лицо потеряло детскую пухлость. В ее глазах уже появился намек на нежное очарование, которое очень редко встречается у девочек ее возраста. Было ясно, что она вырастет потрясающей красавицей, возможно, той, из-за которой будут вестись войны. Ее пальцы быстро двигались, сплетая цветочные стебли в венок, и она напевала веселую мелодию, а ее голос был таким же звонким и чарующим, как пение желтой славки. Готово.
Не успев закончить песню, она уже сплела красивый венок из цветов. Она подняла венок обеими руками, повертела его, чтобы рассмотреть со всех сторон, затем удовлетворенно кивнула и радостно надела его на голову юноши. Размер венка был идеальным, а самая густая часть цветов располагалась прямо над лбом юноши. Юноша, похоже, почувствовал, что происходит, и поднял руку, чтобы осторожно прикоснуться к венку, а затем медленно ее убрал. Люлаэр уже привыкла к вялой реакции юноши и опустила голову, чтобы взглянуть на тонкую зеленую нить у него на шее. На ее лице появилась озорная улыбка, она быстро протянула руку, чтобы схватить нить и поднять ее, но юноша рефлекторно схватился за темно-зеленый предмет, прикрепленный к нити, как будто это было для него второй натурой, и не отпустил его. «Ты всегда так делаешь, братец Камень. Почему ты такой жадный?» «Я просто хочу посмотреть на него», — проворчала Люлаэр, недовольно надув щеки. Несмотря на то, что она говорила, она на самом деле не злилась. За последние 2 года юноша не сказал ей ни слова, и кроме незначительных реакций на внешние раздражители, единственное, на что он реагировал хоть сколько-нибудь осмысленно, это когда угрожали предмету, который он носил на шее. Именно поэтому Люлаэр иногда игриво хватала нить, чтобы вызвать у него хоть какую-то реакцию. Время летело незаметно, и несколько лет пролетели в мгновение ика. Великолепная молодая девушка лет 13-14 энергично шла по официальной дороге, вымощенной желтым песком. На ней было белое платье и светло-серые сапоги. Ее черные волосы спадали до пояса, а руки были заложены за спину. Позади нее шел высокий и широкоплечий парень в лазурной одежде с деревянным выражением лица. Девочка шла гораздо быстрее юноши, но из-за преимущества в длине шага расстояние между ними не сильно увеличивалось. Вдали Люлаэр увидела могущественный серый город в конце официальной дороги. Через городские ворота проходило много людей, и с такого расстояния все они казались крошечными, как воробьи. Она слегка нахмурилась и остановилась. «Город яркого света», — пробормотала она, долго всматриваясь вдаль прищуренными глазами. Юноша подошел к ней и тоже остановился, обратив свой взгляд на величественный город. «Похоже, это крупный город человеческой расы», — пробормотала Люлаэр себе под нос с нерешительным выражением лица. За последние 5 лет они побывали в нескольких человеческих городах и деревнях, пытаясь найти лекарство от загадочного состояния юноши, но никогда не посещали столь крупного города. «Брат Камень, если мы сможем тебя вылечить, ты сможешь отомстить за меня, правда?» — спросила Люлаэр, глядя на юношу, но было неясно, обращается ли она с этим вопросом к нему или к самой себе. Юноша, похоже, отреагировал на ее вопрос, медленно отведя взгляд и повернувшись к девочке, но он по-прежнему молчал. «Что за глупости я несу?» Неважно, насколько силен брат Камень, он никак не сможет победить всех этих плохих людей из секты Кровавого Меча. Люлаэр, похоже, пришла в голову грустная мысль, и она опустила голову с удрученным выражением лица. Слезы потекли по ее щекам и упали на желтый песок под ногами. В этот момент она почувствовала тепло на макушке. Она слегка подняла голову и увидела, что юноша нежно гладит ее по голове с теплым взглядом. По какой-то причине этот простой жест заставил Люлаэр почувствовать невероятное спокойствие, и в ее сердце возникло неописуемое чувство смелости, как будто никакие трудности и препятствия больше не смогут вселить в нее страх. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони, другой рукой взяла юношу за руку и с решительным выражением лица направилась к городским воротам вдали. Глава 5. Конь-зверь. Город яркого света был третьим по величине в процветающей нации. Раскинувшись на равнине, он занимал площадь более 100 километров. На юге города протекала Великая река, обеспечивая удобство как сухопутных, так и водных путей, что способствовало процветанию города. В этот миг у городских ворот толпилась длинная очередь, создавая шумную и оживленную картину. Люлаэр вела молодого человека сквозь толпу, время от времени бросая тревожные взгляды на возвышающиеся над ними ворота высотой в несколько метров. Над воротами висело восьмиугольное медное зеркало, обращенное прямо на вход. Солнце стояло высоко в небе, и выгравированная на поверхности зеркала диаграмма из 8 триграмм светилась под его лучами, излучая праведную энергию. Для въезда в город требовалась лишь небольшая плата. Проверка не была строгой, и вскоре наступила очередь Люлаэр и молодого человека. Оказавшись у подножия ворот, прямо перед восьмиугольным медным зеркалом, они оба окутались невыразимой силой. Люлаэр, казалось, застыла от тревоги, опустив голову, в то время как молодой человек смотрел прямо на зеркало с отсутствующим выражением. Никто не заметил слабого мерцания синего света, промелькнувшего в его глазах на мгновение. Впрочем, это никак не повлияло на зеркало. Городской стражник средних лет взглянул на них и лениво спросил: «Откуда вы и зачем прибыли в наш город?» Люлаэр тут же улыбнулась и ответила: «Мы из деревни клана Лю, что находится примерно в 150 километрах к северо-западу отсюда».
Меня зовут Лю Лэйр, а это мой брат Люши. Мы приехали в город Яркого Света, чтобы навестить родственников и подлечить моего брата. Хотя большую часть последних 5 лет они с молодым человеком жили одни, иногда им приходилось общаться с другими людьми, поэтому для удобства она дала ему имя Люши. Говоря это, Лю Лэйр достала несколько медных монет и протянула их стражнику, заплатив немного больше, чем требовалось для въезда в город. Увидев это, стражник средних лет довольно улыбнулся и незаметно спрятал лишние монеты в свой карман. Затем он еще раз взглянул на немого Люши и махнул им рукой, пропуская внутрь. «Вы не похожи на плохих людей. Проходите». Лю Лэйр поблагодарила его и быстро повела Люши в город. Они прошли довольно большое расстояние, и только после того, как достигли укромного уголка вдали от городских ворот, Лю Лэйр замедлила шаг и вздохнула с облегчением. Убедившись, что поблизости никого нет, Лю Лэйр достала лазуритовый нефритовый талисман и пробормотала себе под нос. «Хорошо, что папа дал мне этот талисман скрытия ауры, который может скрыть мою демоническую ауру, так что меня не разоблачило зеркало обнаружения демонов». Нефритовый талисман был длиной в 5 и шириной около 2 сантиметров, с лазурными узорами, выгравированными по всей его поверхности, образующими сложный массив. По его поверхности струились мягкие лазурные лучи, словно текущая вода. При виде талисмана в ее глазах мелькнула грусть, и она осторожно убрала его обратно. Пройдя 2 переулка, они оказались на главной улице города Яркого Света. Улица была достаточно широка, чтобы вместить 3 конные повозки, идущие бок о бок, и по обеим сторонам ее тянулись бесчисленные большие магазины, уходящие вдаль, насколько хватало глаз. Однако в городе было очень мало кирпичных и черепичных зданий. Большинство построек были деревянными, и хотя они не были высокими или большими, редко превышая 30 метров в высоту, они были очень замысловатыми, и было ясно, что в их строительстве уделялось большое внимание деталям. Это был первый раз, когда Лю Лэйр посетила такой большой город, и она тесно прижалась к Люши, поскольку плотная толпа вокруг нее вызывала у нее чувство беспокойства. Однако, несмотря на то, что вокруг было много людей, все они были заняты своими делами, и никто не обращал на нее и Люши внимания. В результате она постепенно стала чувствовать себя более спокойно и начала обращать внимание на все новые вещи, которые видела в городе. Вскоре она уже прогуливалась по улице с заинтригованным выражением лица. «Посмотри туда, брат Камень. Я слышала об этой штуке раньше, и она действительно выглядит так же вкусно, как и в историях, которые я слышала». Воскликнула Лю Лэйр, глядя на ближайший ларек, где продавали засахаренные ягоды боярышника. В черных глазах Люши отражалась оживленная городская сцена, но его лицо оставалось совершенно бесстрастным. Казалось, он не был потрясен увиденным. Лю Лэйр уже собиралась потянуть Люши к прилавку, но при виде его пустых глаз ее сердце вдруг охватила тоска. Она сразу же вспомнила об их цели визита в город и поспешно сжала руку Люши, сказав серьезным голосом: «Не волнуйся, брат Камень. Это огромный город, здесь обязательно найдется врач, который сможет тебя вылечить». Глаза Люши слегка блеснули, когда он услышал это. Лю Лэйр отвела Люши в уличную закусочную, чтобы быстро перекусить, а затем, расспросив местных жителей, быстро узнала адреса 2 ближайших медицинских клиник. К западу от города находилась медицинская клиника семьи Ли. Эта клиника существовала уже более 100 лет, что делало ее поистине почтенным заведением в городе. Мужчина средних лет в длинном лазурном халате сидел на деревянном стуле, приложив 3 пальца к запястью Люши, чтобы проверить его пульс, в то время как Лю Лэйр с тревогой наблюдала за происходящим. Мужчину звали Ли Чансен, и он был нынешним наследником медицинской клиники семьи Ли. Он занимался врачебной практикой уже более 20 лет и заслужил себе хорошую репутацию в этом районе. Почувствовав пульс Люши в течение некоторого времени, Ли Чансен убрал руку. «Пульс вашего брата очень сильный и стабильный, его энергия очень обильна и хорошо сбалансирована. Ясно, что он находится в исключительной физической форме. Как он оказался в таком состоянии? Когда впервые появились симптомы, и были ли какие-либо внешние факторы?» — спросил Ли Чансен, повернувшись к Лю Лэйр с нахмуренными бровями. «Мы с братом много лет были в разлуке, поэтому я не знаю, когда он заболел этим недугом и какова его первопричина», — ответила Лю Лэйр, покачав головой. «Тогда это довольно проблематично. Если я не знаю причину, то не могу назначить лечение». «Прошу прощения, но с моими ограниченными навыками я не могу вам помочь», — сказал Ли Чансен, поглаживая свою длинную бороду с извиняющимся выражением лица. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» — спросила Лю Лэйр встревоженным голосом. «Боюсь, что нет», — подтвердил Ли Чансен, покачав головой. Лю Лэйр была очень разочарована, услышав это, и она поклонилась Ли Чансену, прежде чем покинуть клинику вместе с Люши. Некоторое время она шла, опустив голову в уныние, но затем быстро повернулась к Люши и ободрила его. «В городе Яркого Света есть еще много медицинских клиник. Мы будем посещать их одну за другой, и я уверена, что один из врачей сможет тебя вылечить.
Люши улыбнулся в ответ, но было неясно, понял ли он Люлэр или нет. Они двинулись в том же направлении, пройдя через 2 улицы, прежде чем остановиться перед другой медицинской клиникой. Эта клиника имела серые наружные стены с черной черепичной крышей и широкий вход, представляя собой роскошное зрелище. Клиника была гораздо более впечатляющей, чем клиника Семьили, и здесь также было много людей, нуждающихся в ее услугах. Судя по тому, как хорошо выглядит эта клиника, я уверена, что врачи здесь будут более квалифицированными. С надеждой на лице Люлэр повела Люши в клинику, но примерно через час они вышли оттуда, и Люлэр снова была разочарована. Ничего страшного, в городе еще есть клиники. Люлэр быстро взяла себя в руки. В течение остального дня они обошли весь город, посетив практически все медицинские клиники, но ни один из врачей не смог вылечить состояние Люши. К северу от города находилась клиника под названием «Клиника Дикой Хризантемы», из которой медленно вышли Люлэр и Люши. Люлэр с унылым выражением лица шла, опустив голову и теребя уголок своего платья. Клиника «Дикая Хризантема» не была самой большой медицинской клиникой в городе Яркого Света, но говорили, что врачи там довольно искусно лечат некоторые редкие и сложные заболевания. К сожалению, даже они не смогли диагностировать состояние Люши. «Подождите минутку, девушка». В этот момент сзади них вдруг раздался голос, и из клиники быстро вышел пожилой мужчина в лазурном халате с седыми волосами. Люлэр была несколько озадачена этим и остановилась, прежде чем спросить, что такое, доктор Лю. Пожилой мужчина в лазурном халате был никем иным, как врачом клиники «Дикая Хризантема», который только что проверял пульс Люши. В сердце Люлэр затеплилась надежда, и она поспешно спросила: «Неужели вы что-то придумали по поводу состояния моего брата?» «Действительно, придумал. После того, как я только что осмотрел вашего брата, я пошел назад, чтобы немного почитать, и мне как раз попался случай, который очень похож на симптомы вашего брата», ответил пожилой мужчина, кивнув. Люлэр была в восторге, услышав это. «Это просто замечательно. Не могли бы вы рассказать подробнее, доктор Лю? Согласно записям в книге, симптомы вашего брата отличаются от тех, что обычно наблюдаются у пациентов, страдающих изнурительным психическим заболеванием. Вместо этого похоже, что на него наложено проклятие или ограничение, которое нанесло вред его душе. Это не то, что может вылечить обычный врач. Только бессмертные врачи, которые являются экспертами в этой области, возможно, смогут назначить правильное лечение. Что касается неспособности вашего брата говорить, то это не проблема. Я вижу, что с ним физически все в порядке, поэтому он, естественно, восстановит способность говорить, как только его душа вернется в нормальное состояние», ответил пожилой мужчина. Люлэр замолчала, услышав это, и через некоторое время выдавила из себя улыбку и сказала: «Спасибо за совет, доктор Лю». «Ни за что, девушка. Такие врачи, как мы, обязаны делать все возможное для наших пациентов», ответил пожилой мужчина, прежде чем вернуться в клинику. Люлэр и Люши продолжили свой путь, и первая чувствовала себя довольно подавленной. «Значит, брату Камню действительно кто-то навредил душе», пробормотала она себе под нос. Будучи демонической лисой, хоть и еще очень молодой, она имела некоторое представление о вопросах, связанных с культивацией, и, судя по симптомам Люши, она уже сделала вывод, что есть вероятность того, что его душе был нанесен вред. Чтобы вылечить его, ей нужно было обратиться за помощью к культиватору, искушенному в путях души. Однако культиваторы, подходящие под это описание, были чрезвычайно могущественны, и она не была уверена, что ее талисман скрытия ауры сможет сохранить ее личность в тайне в присутствии такого культиватора. Она приехала в город Яркого Света в поисках лечения, питая слабую надежду, что ее оценка была неверной, но ее худшие опасения подтвердились. Люлэр не знала, как поступить дальше. Как раз в тот момент, когда она шла по улице в задумчивости, нахмурив брови, впереди вдруг поднялся шум, и все тут же запаниковали. «Берегись!» Там разбушевался конь-зверь, впереди раздался крик тревоги, и все отчаянно бросились к обочинам улицы, чтобы избежать надвигающейся опасности. Неподалеку ехала серебряная повозка, запряженная лазурным зверем, похожим на лошадь с чешуей по всему телу. Он несся по улице, как будто сошел с ума, и как раз направлялся прямо к Люлэр и Люши. Зверь, похожий на лошадь, безумно ржал, а повозка позади него сильно раскачивалась из стороны в сторону. Лицо кучера было бледным, как простыня, и он изо всех сил тянул за поводья, но безрезультатно. Люлэр была очень встревожена этим и сразу же попыталась оттащить Люши подальше, чтобы избежать разбушевавшегося зверя, но было уже слишком поздно. В воздухе витал зловонный запах, когда конь-зверь в мгновение оказался в пределах 3 метров от Люлэр и Люши. Он был так близко, что Люлэр даже могла видеть капли белой пены, летящие во все стороны из острых клыков во рту зверя.